Так, ну что, мы в эфире, это прекрасно. Сейчас я выключу, а то у меня там фоном играет музыка из канала. Так, как ее выключить? Вот так. Выйти, чтобы она не отвлекала меня. Короче, всех приветствую, девочки и мальчики, взрослые и не очень взрослые. И инфантилов тоже приветствую, вот, всегда приветствуйте. В общем, всем привет. На связи Владислав Утушкин, не Утушкин, не Утюшкин, а именно Утушкин. Если говорить с улыбочкой, получается всегда правильно. Со мной сегодня великолепный человек Никита Иншаков, это член совета директоров Verscale Foundation. И это прекрасно. Вот. И вообще, зачем это вся вот эта мутатень с беседой вот с этой? Потому что про Everscale ходит много слухов, всяких разных интересных и не очень интересных. И, ну, самое печальное то, что никто, вернее, большая часть сообщества, в том числе и СНГшного, в коем у нас сегодня, наверное, преобладает аудитория, ни хрена не знают, что такое Everscale, вот, и оценивают Everscale по токену Ever. Вот, а Everscale это куда больше история, чем просто сраный токен. Вот, поэтому сегодня надо первое, что рассказать вам каким-то доступным языком, без всяких вот этих вот модных слов, но без них, к сожалению, не обойтись, поэтому будем разжевывать. Вот, донести до вас все-таки ценность, что такое Everscale, потому что Everscale это далеко не токен, это целый блокчейн. Вот. И блокчейнов сегодня, как собак нерезанных. И мы с вами все видели и Солану, и в ладоши хлопали, и много чего тоже на рынке видели. И Тон есть, и чего только нет. Вот. Но Everscale неспроста. Вот. С Everscale я познакомился где-то уже 1,5 года назад, наверное, 2. Да, наверное, 2 года все-таки уже. 2,5 даже. И в целом меня поразила та концепция, которая закладывалась именно в создание Everscale. Раньше он еще назывался не Everscale, а Фритон. Вот если кто помнит, если кто с самого начала. А почему сейчас Everscale? Потому что, ну, типа это Everscale переводится как всегда скейлится, ну, то есть всегда проходит. То есть транзакция, ну, образно, которая всегда будет заскейлена, то есть реализована. И вообще это само по себе очень интересно. И вот сегодня, по сути, из первых рук, из первых уст от человека, который внутри всей этой штуковины уже большой достаточно копается, мы эту информацию с вами почерпнем. Так что прошу любить и жаловать. Никит, спасибо, что нашел время. Владислав, спасибо, что пригласили, с удовольствием пообщаюсь, попробую рассказать. Вот ты говоришь, что простым языком, я все-таки не программист, поэтому сложным языком я и не смогу, смогу как умею, как говорится. Ну, по сути, эта цель и была преследована, вот, именно донести простым языком. Поэтому Серег Шаш мы сегодня не позвали, вот, чтобы он не ругался на своем китайском. Вот как-то так. Потому что с прошлой его сессии все поняли, что это очень занимательно и интересно, но ничего не поняли. Вот сегодня надо так, чтобы поняли. Поэтому у меня будут сегодня простейшие вопросы, чтобы аудитория реально поняла, что это такое. Поэтому первый вопрос, который я тебе задам, с твоего позволения. Что такое все-таки Everscale? Что это за зверь такой, с чем его есть? Понятно, что это постблокчейн 5-го поколения с нативным токеном Ever. И, пожалуй, все нахрен, что о нем больше знают. А хотелось бы все-таки побольше узнать, поэтому в двух словах, ну, своим языком, вот как ты рассказываешь, что такое Everscale. Смотри, значит, как ты правильно сказал, блокчейнов, вообще проектов на блокчейне довольно большое количество. Часть из этих проектов является сетями первого уровня, так сказать, собственно, самой сетью. Everscale – это сеть, как ты правильно сказал, Proof of Stake, сеть 5-го поколения. По поводу 5-го поколения мы отдельно можем там поговорить. Это в каком смысле мы частично к этой классификации приложили руку, если есть 5-го, если есть 6-го, а что такое 2-го. И я кратко расскажу. Это Proof of Stake блокчейн 5-го поколения с активным токеном Ever. Значит, суть такая, что при создании технологии Everscale прежде всего во главу угла ставилась масштабируемость, потому что
Я в блокчейне довольно давно, я прям вот, может быть, так вот повествованием начну. В блокчейне довольно давно, и все года, что в блокчейне, наверное, сам в блокчейне тоже немало, все года, когда блокчейн существовал, все говорят, ну, блокчейн это классно, но для реальных каких-то приложений оно там не подходит. Поэтому они подходят прежде всего по причине отсутствия масштабируемости, потому что чуть нагрузку даешь на блокчейн, сразу блокчейн перестает быть блокчейном и перестает, так сказать, функционировать. Поэтому Everscale это блокчейн Proof of Stake, это блокчейн проприетарной технологии. То есть, грубо говоря, огромное количество, наверное, большинство блокчейн-сетей, которые сейчас есть, это является форком, то есть копией какого-то другого блокчейна. Там есть целое семейство EVM блокчейнов, так сказать, Ethereum Virtual Machine, то есть это эфирообразные блокчейны, которые фактически взяли эфир, там, его там, реплицировали, дальше развивают. Есть там все эти блокчейны семейства Космоса, к примеру, как почившая или не совсем почившая Терра, это была фактически копия Космоса. Вот. А есть блокчейн нашей Everscale, который является там, проприетарной технологией, мы его особо нигде не копировали. Вот связь блокчейна Everscale, блокчейн тот, если ты хочешь эту тему развивать, мы тоже можем поговорить, но не читая нюансов, это наша собственная разработка, которая позволяет нам с уверенностью сказать, что наш блокчейн готов к реализации решений, которые раньше на блокчейне, по крайней мере, всем казалось, запускать невозможно было в силу масштабируемости и особенностей архитектуры. Я бы сказал так. Понял. Это вот я слышал такую вещь, наверное, не слышал, а это реально правильно, что вот есть EVM сети, которые все знают, да, это на виртуальной машине эфира, а у вас есть своя аббревиатура для вас, это TVM блокчейн, да? Да, это ну, название проприетарное, расшифровка как Threaded Virtual Machine. Вот, Мгм. есть там несколько таких параметров из мира хардкорного IT. Это трейдинг или мультитрейдинг, шардинг из мира баз данных, который у нас тоже эксплуатируется. Но суть, на самом деле, если совсем простым языком объяснять архитектуру Everscale, что традиционный блокчейн, если мы берем там биткоин, это просто цепочка блоков, которая одномерная, и блоки n-ный блок добавляется после n-1 блока, 500 после 499, 601 после 600. У нас блокчейн имеет структуру следующую, которую не только наш блокчейн этот подход эксплуатирует, просто все блокчейны, которые так называемые там, с шардингом или, грубо говоря, делимый блокчейн, если на русский язык перевести, это блокчейн, который имеет следующую архитектуру, то есть мастер-чейн, так сказать, основная мастер-цепочка, и дальше от этого мастер-чейна отходят разные воркчейны, которые могут существовать в связи с другими воркчейнами, могут потенциально существовать вне связи с другими воркчейнами, не знаю, возможность создания своих проприетарных, там, корпоративных или еще каких-то парчейнов. И вот эта архитектура позволяет таким образом масштабироваться, ну, исходя из тех принципов, по которым TVM работает. Потому что, к примеру, в биткоине никакой масштабированности нет, потому что есть архитектура, и единственное, что ты можешь сделать, это добавить следующий блок в цепочку, если ты там успешный валидатор. И вот этот подход, он на самом деле, он не остановился, наш прогресс. Мы вот уже в мае, сейчас будет 3 года, как Everscale будет, в Арабских Эмиратах будет вечеринка Everpoint, которая знаменует 3-летие запуска майннета. Но вот все эти года мы разрабатываем, дорабатываем все ключевые элементы нашей инфраструктуры. И, так сказать, если зайти на наш сайт everscale.network в разделе About, там есть наш roadmap, который недавно был обновлен, который как раз мы пишем, что мы сделали в прошлом и, главное, какие у нас планы в будущем. Потому что мы, конечно, говорим, что сделано много, и правда сделано довольно немало, но планов еще громадье, потому что как бы аппетит приходит во время еды, чем больше мы разрабатываем, тем больше приходит прикольных идей. Давайте вот эту фичу запилим, давайте вот эту фичу запилим. И даже биткоин и эфир там с момента запуска обновлялись довольно серьезно, но и мы тоже не исключение. Ну да, ну мне на самом деле вот это и очень сильно импонирует, то, что Everscale это какая-то такая штука, которая вдали вот от этой всей криптанской истории, которая называется там типа сколько ты там поднял на токене, заработал и все такое. То есть у вас там сообщество, но по большей части, не знаю, как люди знают это выражение, нет, гиковское. То есть люди, которые достигаторы, которые хотят там запилить какой-то продукт.
новый, совершенно сделать по-другому. Да, это круто. Тем более на асинхронном блокчейне, коим Everscale является. Это реально трудно, потому что одних тех же самых инженеров, например, под асинхронный блокчейн, иди попробуй еще найди на рынке. Потому что на рынке, например, полно солидитеров и заточенных под синхронные штуки, а Ну, под асинхронные. EVM-солидитеров. Ну да, и VM-щиков именно, да. А под TVM историю синхронную еще надо поискать. И реально, то есть асинхронные блокчейны, это вот так вот для людей больше, наверное, это то, что позволяет реально больше масштабироваться, больше пропускную способность иметь. Но есть, короче, кейс на рынке, который называется Solana. Solana же тоже синхронный блокчейн. Вот, и там что-то ребят не доделали с этой синхронностью, она у них это, как работала, знаешь, даже были мемасики. Это понедельник, вторник, среда, четверг, Да. пятница, вот воскресенье, выходные у Соланы. Ну, с Соланой тут такой вопрос, я не хочу, как говорится, особо Ну, сильно понятно. углубляться, но суть такая, что я вот считаю, что ребята талантливые, Анатолий Яковенко, если не ошибаюсь, у них там Да, да, Толя, да. руководитель. Я, конечно, много на эту тему разговоров, что смешно Солана там падает там и так далее, но при этом, если вот так вот отойти от этой вот от модного нынче трэш-тока, который сейчас Ну в да, криптомире процветает, я все равно считаю, что ребята сугубо талантливые, ребята замахнулись на, то есть, грубо говоря, опять же, Terra взяла там Космос SDK и развернула свой блокчейн с какими-то изменениями. да, Тут чуваки взяли, да, сделали практически. ряд гипотез, начали делать свою архитектуру. Это явно талантливая штука. Да, во многом, конечно, чем вот теория от практики отличается, потому что теория и практика это одно и то же, а на практике теория и практика это не одно и то же. Так что, Да, это правда. конечно, на практике их гипотезы работают там сильно не все, и может быть они никогда не заработают, потому что Solana уже огромная махина, и сейчас менять архитектуру, это как бы рушит все. То есть, когда авианойс разогнался, может быть, они там его сильно Короче, их проблема с быстрым взлетом, на самом деле, как мне показалось. Просто. с быстрым взлетом, с огромным количеством Большим обещаний, с гигантским количеством TVL, с денег, большой капитализацией, и все, совершенно верно, привет. гигантское количество денег, которые под это дело собраны, вот спрашивают, часто спрашивают, когда было ICO у нас, как мы поднимаем Вот это мне деньги, вопрос что живем и нравится. так далее. Отвечаю, ICO у нас не было. Мы запустили, была такая романтическая идея, насколько она была правильной или нет, я сейчас комментировать не хочу, вот. Но главное, В сообществе говорят, что она была неправильная. Просто куча Эвера раздалась хер пойми куда, в какие руки, и мы все награбили. безусловно так, безусловно так. Была такая гипотеза под названием Fair Launch. Вот как биткоин запустился, и дальше как бы интерес к самой технологии стимулировал постепенно интерес к токену, да, и это произошло сильно не за год, не за два и не за три. Вот. В Эверскейле была похожая история на, так сказать, там, при запуске нашего мейннета была такая, значит, история, что собралось 23 initial member, так называемые, там, в частности, там, моя компания, вот, Серега Шашев с Броксусом и так далее, там, Tone Labs, сейчас называемый VRX, ну и там много других компаний. Вот. Запустили мейннет, собрали токен, и дальше все начали жить и существовать на свои собственные деньги, разрабатывать. Кто-то там привлекал деньги не в блокчейн, не в свою компанию, там equity сделки были, но фактически мы существовали на свои собственные деньги. Валидаторов держали собственные деньги, разработку какую-то делали, бизнес-девелопмент и так далее. Потому что на самом деле бизнес-девелопмент это тоже стоит денег. К примеру, поехать там куда-то, поговорить с Конечно. девелоперами, я не знаю, ну все что угодно. Мы это делали на свои собственные деньги, и вот фактически были у нас в ближайший год, в прошедший год инвестиции от инвесторов, и это было там открыто написано. Вот недавно нас открыто поддержал Веном. Веном, которая компания, ну то есть, соответственно, такая структура из Абу-Даби, которая там поддержала, поверила в технологию и так далее, потому что Веном сам развивается своим путем в каком-то смысле. Мы
пытаемся сейчас создать, и у нас уже получается мини-семейство, уже не как бы, есть семейство EVM блокчейна, самое такое плодотворное, мы сейчас создаем фактически семейство TVM блокчейнов, и ты говоришь, что разработчиков, которые на асинхронном блокчейне умеют писать смарт-контракты, их нет, но чем больше семейства таких блокчейнов растет, тем больше специалистов, которые на самом деле, вот как вот, слушай, вот ты разработчик, да, ты что-то пишешь логично, ты хочешь писать не о чем-то маргинальном, а то, что Ну, так или конечно. иначе где-то в других областях применимо. Поэтому вот эту историю мы всячески развиваем, и благодаря тому, что это там fair launch, так называемый, без денег, в меньшей степени к нам прибегали хайпажоры, а в большей степени приходили люди, которым было, блин, слушайте, с одной стороны, какой-то есть так называемый learning curve, да, какая-то там вот порог входа на обучение и понимание, но с другой стороны, это более совершенные технологии. Я, конечно, не хочу там аналоги проводить, но, к примеру, современный там, не знаю, Mercedes или Land Cruiser намного более там 300-й, сильно более сложен, чем 70-й этот Land Rover, Land Cruiser, который сделан там из железок и колес. Но при этом эти технологии дают сильно большие возможности. И поэтому кто-то, конечно, к нам не приходит, потому что типа тяжело, мы привыкли EVM смарт-контракты писать, хотим взять смарт-контракт, фигак, раз, чпок, запустить, все полетело. Но кто-то, кто говорит, слушайте, а нам что-то хочется реально запустить крутое, но они учатся. И на самом деле, слушай, на самом деле сейчас талантливые ребята учат новые фреймворки, осваивают там за дни, недели буквально. В течение Ну месяца да. талантливая команда может освоить вообще все, что на свете угодно. Ну, вообще мне вот это нравится, то, что говорю, ну, если без лишнего пуха сказать, просто мало кто знает, что внутри происходит, но Uverscale одна из самых сильнейших команд таких хардкорных именно. Именно не те ребята, которые привыкли к КВМ истории, а те, кто копаются в чем-то более нагруженном, более технически сложным и непонятным для других. И именно поэтому, когда рассматриваешь Everscale, то есть появляется ощущение вот этого фундамента, который там уже простроился. Вот. А так, для сообщества, если кто не понимает, как Everscale запускался вот так в двух словах. То есть это, по сути, штука, которая никому не принадлежит реально. Это вот люди собрались, они были, как говорится, за родину, здесь уже так, наверное, лучше не говорить, за родину, за Сталина. Вот, все хотели сделать какую-то приблуду, которая будет тогда еще хайп тона был, чтобы вот Телеграм заметил, чтобы там... И до хрена команд схлестнулись, как говорится, в этом поединке, кто разработает вот самую совершенную историю под Телеграм. Там, причем вывалена была история какая-то, Николая, по-моему, да, это брат Паши Дурова, то есть изначально, то есть его вот это видение, оно было в комьюнити спущено, и дальше куча команд объединились вокруг, объединились собственным капиталом и вот начали что-то делать. И из этого всего вот сейчас мы с вами видим там отголоски тона, ну, вернее, тон, который есть, вот он там чем-то похож. Там, и если вы будете копаться, архитектура плюс-минус похожа. Everscale, который уже просто за это время, благодаря тому, что в Everscale собралось как раз гиковское сообщество, на самом деле, самое такое сгруппированное. Вот. Немножко дальше, на самом деле, все это ушло с точки зрения технологий, и результат мы с вами видим. Venom Foundation выбирает поддержать Everscale, а не тон. Вот. А Venom Foundation – это, между прочим, так на секундочку, структура, которая сейчас делает CBDC. Это валюта Центрального банка здесь, в Арабских Эмиратах, в Я Абу-Даби. хочу Поэтому... даже подчеркнуть, что там они выделили, ну, аллоцировали $1 миллиард на инвестиции в перспективные блокчейн-проекты. И прежде Да. всего их, так как все-таки структура окологосударственная, их интересует именно технология, а не хайп. Потому что там в Dogecoin они инвестировать не будут, потому что задачи у них заработать быстрых денег на пампе нет, они просто это не понимают, это другая формация людей. Это не какой-нибудь там Three Arrows Capital, Ну да. капиталисты Аламеда, у них своя правда. Это Была. что? Была. Ну, да. Вот. Это товарищи, которые инвестируют в вещи сугубо инфраструктурные, перспективные.
А по поводу вот, там, если там тему закруглить с тоном, чтобы это людям было понятно, то есть когда был запущен блокчейн, как и любой блокчейн, конечно, было все супер сыро, то есть идеи были шикарные и основные принципы, они сохранились, но очень было все сыро, не потому что команда там Николая Дурова плохая, она команда супер крутая, очень талантливая, и опять же, там те принципы, которые были заложены и в каком-то виде реализованы, пусть и там относительно сыром, именно в технологическом смысле, они все равно очень мощные. За то время мы, собственно, одна из причин, скажем так, не причина, а поводов переименоваться в Everscale было, помимо того, что мы сильно там переиначили наш способ управления сетью, она стала чуть более централизованной и более открытая, мы переписали окончательно ноду с C++ на Rust. Модный нынче Rust, на котором там и Solana пишет, и там пол Китая пишет. Сейчас эта история популярная, была переписана фактически полностью код. То есть это уже технологически, это в принципе уже абсолютно другой проект. Другое решение, да. Абсолютно другое решение. Хотя принципы, безусловно, сохранились, и преемственность, конечно, имеется. Прослеживается. Кстати, вот сообщество, сразу отвечу на вопрос еще раз, мы его просто коснулись, может, если кто не понял, если вы там будете душнить по поводу графика, если вот сейчас мы возьмем, откроем CoinMarketCap и посмотрим график Эвера за весь срок, то там, конечно, это грусть, тоска, печаль, вам так покажется. С чем связано? Вот именно с теми первыми запусками. На самом деле, когда Everscale запускался, он запускался на собственные средства тех энтузиастов, кто его запускал, по сути, вдохновились идеей. И там было много грантовых всяких историй, в которых участвовал за все. Там я сделаю пук в воздух и получу Эвера. И я сделаю это. И бывали гранты ради грантов. И, короче, все это говно вот вывалилось в рынок. И дальше все... Я готов здесь прокомментировать, кстати говоря, потому что я на этот вопрос отвечал множество раз. Давай. История с грантами и всем этим делом, она имела под собой, на самом деле, логику следующую. Кто-то говорил, вот, это просто люди решили там пильнуть и так далее. На самом деле, в каком-то смысле эти гранты и конкурсы и все такое было фактически как механизм такого airdropа, просто совсем всем раздать, было бессмысленно, фактически такой наш proof of work, что-то поделал, какую-то работу, пусть и бессмысленную, да, но если ты приложил усилия, потратил какие-то килоджоули, выбросил в атмосферу тепло, значит ты как минимум что-то сделал для сообщества и так далее. Поэтому, безусловно, так. Одна из причин, почему большая была проблема с ценой, есть я, в принципе, сам из мира трейдинга инвестиций, есть такая штука, называется price discovery. Очень важно найти ту цену, по которой ты готов выходить. И, к примеру, если компания выходит на IPO, то очень важно не задрать цену IPO, потому что на самом деле, во-первых, надо дать людям заработать, а во-вторых, уменьшить вот это падение, которое всегда бывает после запуска, растет и падает, там, IPO Facebook, все было по одному и тому же сценарию. Поэтому Price Discovery был, к сожалению, не очень верный, и токены, накопившиеся у народа, и у некоторых initial members, они были слиты в рынок, но с другой стороны, как работает это? Если ты что-то продаешь, значит, кто-то это купил. То есть нельзя... Соответственно, большое количество людей, которые верят в Everscale, у которых были свободные ресурсы, эти токены купили и сейчас имеют большие очень стейки. А это о чем говорит? Что если есть компании, у которых огромный в Everscale стейк, но при этом есть технический потенциал Эвером заниматься, они Эвер никогда не бросят, и в любом случае будут им заниматься. Поэтому были разговоры, а вдруг цена Эвера будет 1 цент, а вдруг будет 1/10 или 1/100 цента. Я хочу сказать, что она 1/100 цента не будет, потому что если она будет 1/100 цента, кто-то вынет $1 миллион, скупит вообще весь сеть и оставит ее для себя. А такую технологию, такой мощи купить там за миллион, это... Поэтому появились небольшой, но какая-то группа компаний там в пределах 10, у которых большое количество токенов, их миллионы.
и они заинтересованы в том, чтобы Эвер рос, потому что у них уже, так сказать, как говорят там, в английском языке, такой skin in the game. То есть они уже в деле, они уже по локоть, как говорится, в этом вопросе, поэтому они будут тратить ресурсы разработчиков и какие-то маркетинговые ресурсы, чтобы это дело развивать. Поэтому мы таким образом, с одной стороны, получили кривой график, с другой стороны, купили лояльность очень талантливых команд. У нас был отрицательный такой отбор естественный. Те, кто не верил, отвалился, те, кто верил, привалился. Но те, кто привалился, у нас есть мощнейшие команды. Есть у нас несколько там initial memberов, которые в телеком-бизнесе очень серьезные игроки. У них свои дата-центры и так далее, у них очень большие сети валидаторов. Есть у нас разработчики, там вот моя компания, мы занимаемся там, в основном вебом и мобильной разработкой, там цифровыми продуктами. Есть как Broxus, который занимается более фундаментальными вещами, там EverX. Есть и компании, которые, к примеру, очень серьезные стейкеры, валидаторы. Мы фактически купили, таким образом, привлекли лояльность игроков, которые уже не бросят, потому что уже слишком много ресурсов в это Да, дело. конечно, не бросят. И такие продукты уже серьезные появляются. Здесь я не знаю, в курсе, не в курсе, вот сообщество и тусовка, один Гош чего стоит, если это все реально полетит. Потому что, например, вот децентрализованного хранилища, чтобы... Сейчас, какая проблема, если так сообщество в двух словах рассказать? Я вам рассказываю. Да, никакой децентрализации нахрен невозможно. Почему? Потому что код, который пишут разработчики, хранится ни хрена не децентрализованно. есть гитхабы, есть гитбуки и Все так. прочее. Херня. Пример битва. Торнадо Кэш, где там Да, все удаляли. Или там да. еще что-то. Вот, этого просто нет. И вот как раз одна из тех компаний, которая держит большой стейк и которая очень тоже плотненько участвует в технологиях Everscale, она разрабатывает такую большую хреновину, которая называется Гош. Это уж я не знаю, там рассказывал, не рассказывал в канале. И у нее там хорошие отношения, по-моему, с докером, да? Это не просто хорошие отношения с докером, это, собственно, в партнерстве с Логическое докером. Это была инициатива докера создать децентрализованное хранилище кода. Вот. И это серьезно. Теперь мы с вами еще оцениваем то, что по сути технологическим партнером Винома является то же самое Everscale. Вот, и команда Everscale там внутри плотненько. И Вином еще даже какую-то денежку дал на поддержание штанов Everscale. Но самого Винома мы понимаем, сколько денег выделено на развитие инфраструктуры. Теперь, значит, команды, которые вот изначально были на старте, которые сейчас, они плотненько сидят в Эвере, поэтому Эвер никто не бросит, поэтому на цену можно смотреть так. Посматривать и больше не на цену посматривать, а больше на среднюю цену своего входа посматривать. Вот я бы рекомендовал это. Поэтому вот вопрос с ценой мы сейчас закрываем с вами. Каждый, True что story. хотел, кто услышал, да. Но в целом много сказано. Надеюсь, если кто-то там умненький, он все понял. Вот, и двигаемся дальше. Давай. Окей. Теперь, значит, блокчейнов дохерища, дохерища разные. Вот чем вы конкретно другие вы? То есть понятно, что Everscale это сеть для реальных use cases, для бизнеса, для government. Это, кстати, уже подтверждено, это не просто бла-бла. Одно то, что, например, на Venom Foundation делает CBDC, вот тебе, пожалуйста, government. То, что делается Гош, по сути, он же тоже инфраструктуру Everscale использует, правильно? Вот это бизнес, короче. Поэтому с этим Технологию Everscale, да. Значит, я как скажу, да, но опять же, тут отличия можно по-разному из параметров измерять. Но, во-первых, мы никогда не ввязывались, и у нас не было ни желания, ни ресурсов, ничего на то, чтобы заниматься хайпингом и пампингом. Но потому что мы на эту праздник жизни немножко опоздали, и фактически сейчас рынок уже настолько перенасыщен и уже отыграл вниз, и там рынок NFT и так далее, все, что можно было захайпить и запампить, поэтому по поводу гиковского истории. Поэтому, если, грубо говоря, мы растем не потому, что мы это хайпанули и помпанули, а потому, что у нас какой-то новый инвестор или у нас какой-то новый продукт запустился. То есть у нас, если он рос, то он в любом случае созидательный, а не какой-то хайповый. Это этот важный момент, потому что некоторые блокчейны все равно, они строят, но
foundation своего развития все равно видят в том, что как-нибудь там, опять же, удачно хайпануть и помпануть. У нас И это, опять же, побрить потом, закрыться об сообщество. Ну да. совершенно верно. У нас просто нет на эту тему. У нас нет сообщества таких людей, ну, имею в виду тех, кто принимает какие-то решения, кто этим просто вообще занимается. Это первое. Второе, по поводу децентрализации. Значит, слово децентрализация – это такой базворд, настолько оно уже Да. затерто, потеряло всякий смысл. И Вот. пошлый уже такой отвратительный на Да, самом но деле. это как, грубо говоря, слово демократическое там, да, в названии государств. Оно не значит ничего демократического, это просто как бы прикольное слово, которое можно в названии своей страны указать. Также здесь там децентрализованное сообщество. В нашем случае по поводу децентрализации, вот есть Polkadot с Гэвин Вудом, да, который там уважаемый человек, который там один из там, не знаю, столпов там современного блокчейна, чувак Solidity придумал, так на секундочку, да, но при этом все равно Polkadot, он во главе там стоит, и в каком-то смысле, если там Гэвин Вуд А чуть-чуть... мне Polkadot расхайпленная херня, которая стоит очень дорого, а внутри там как бы технологий-то и продуктов, проектов вообще как бы нет до сих пор. И Я, наверное, как бы, склонен согласиться, но я имею в виду, что как минимум это все равно не отменяет того, что Гэвин Вуд, все-таки человек в ну, крутой блокчейн-сообществе, это. заслужил свою репутацию положительную, технический там гигант, но при этом, если что-то у него там с головой будет не так, есть большой шанс утопить с собой и Polkadot. В нашем случае, по поводу децентрализации, есть вот децентрализация не значит, что это значит, что у нас есть как минимум какой-то там комитет из видных членов сообщества, у которого там большое количество токенов. Если, к примеру, я там с ума сойду, или Серега Шашев, или Саша Филатов из EverX сбрендит полностью, мы не сможем за собой, как говорится, наше падение интеллектуальное не сможет утопить за собой сообщество. А это говорит о том, и проект, что управленческий и политический проект намного стабильнее, чем все остальные другие. Вот это супер-супер важно. Вот Док Вон там с Террой что-то там решил поиграться, вот, пожалуйста, что получили и так далее. В нашем случае, то есть надо не один человек что-то сбрендил, как минимум человек там 5, должно там 7 там, из больших игроков сойти совсем с ума, причем в одну сторону. Это два. А третье, что мы, ну, опять же, все блокчейны говорят, что мы там френдли к разработчикам, но на самом деле большинство разработчиков, в смысле, большинство блокчейнов, они немножко френдли к разработчикам таким образом, что это способ, ну, то есть приходишь, получил там грант, и дальше что-то там делаешь, там никого тебя не интересует, потому что все равно полагаются на собственную команду. Мы это как бы, ну, максимально, то есть этот developer-friendly блокчейн, мы все, кто к нам приходит с маломальской идеей холим или леем, если кто-то хочет какую-то техническую поддержку, кто-то хочет разработать свой проект, какую-то консультацию, ребята, помогите, не знаю, на Everland получить ну, какой-то краундфандинг, или вот я не могу проинтегрироваться, помогите, или там вот как мне там, не знаю, с этим NFT-маркетплейсом проинтегрироваться, или еще чего-то. То есть мы настолько вот реально максимально оказываем поддержку командам, которые хотят что-то делать, настолько персонализированно, то есть буквально там я, там Серега Шашев или кто-то еще, Володя Масляков, который у нас вот председатель нашего там архитектурного комитета или еще кто-то. То есть мы лично с удовольствием поучаствуем для того, чтобы эта команда смогла сделать клевый продукт в нашей экосистеме. Это если говорим, мы чем отличаемся, не как технологически, а чем мы отличаемся как проект, ну, как бизнес, что ли, да, как проект. Потому что все равно технологиями это люди. Люди приходят к людям, и не роботы с друг с другом общаются. Хотя в нашем случае смарт-контракты чисто архитектурно общаются напрямую со смарт-контрактами. Но это уже отдельная технологическая история. Также у нас люди общаются напрямую с людьми. И вот были на заре там Эверскейла, там злые языки говорили, что вот непонятно, кто там рулит, непонятно там кто что. Мы вот правда хотим к людям повернуться вот максимально нашей, так сказать, фронтальной стороной, потому что, ну, опять же, мы, как вот, к примеру, помнишь, да, вот в прошлом году этот Степан с Соланой, да, с Да. кедами, проект, прикольный проект, классная идея, и насколько Солане дало это большой буст. Я условно говорю, мы очень хотим, чтобы к нам приходили всякие Степаны и делали свои прикольные штуки на Эверскейле, и мы этих разработчиков ценим как вообще мало кто. Круто. И именно это позволяет вот открывать дверки, в том числе и government. Я вот знаю, что
Вы там на Филиппинах тоже большой путь какой-то проделали. Мы Тут очень проделали, даже да, есть. мы в Азии проделали большой путь, на Филиппинах, а в Индонезии, вот, допустим, на Бали большое количество команд и людей из Эверскейла живет на Бали и вот в той части как бы земного шара. В Индонезии Case in the Coin, на Филиппинах, потому что Филиппины одни из самых крупных пользователей remittance систем, то есть платежных и системы перевода денег друг другу. Поэтому на Филиппинах ведется работа для того, чтобы remittance перевести на блокчейн и автоматизировать, потому что это прям для них очень важно. Мы общаемся с CBDC в Эмиратах Арабских, и на самом деле не только в Арабских Эмиратах, и еще в других странах, так сказать, ближневосточного региона, когда там можно будет говорить, потому что арабы, Малайзия, я знаю, да, что у вас там очень тоже много всяких. безусловно, там, да, есть представительство и офис. Поэтому, когда когда в арабском еще мире у нас будет кейсы, о которых можно говорить, мы обязательно расскажем. В Сербии большой хаб людей, вот у меня, моя часть команды, там Броксус, они живут в Сербии, работают в Сербии, и с сербским, короче, в Сербии ведется разговоры на тему CBDC и всяческих разных автоматизаций в части валюты и блокчейна. Так что работа ведется очень мощная, потому что на самом деле, вот интересный момент, много кто говорил про CBDC и вообще валюты, Да, да. А вы но знаешь, вот добежали. тут даже такой момент, вот много кто говорит, что было бы классно иметь государственную валюту на блокчейне. Или, к примеру, кто-то говорит, а давайте мы какой-нибудь мессенджер допустим, или real-time трейдинг, или что-нибудь еще, какие-то такие реальные вот, визу переделаем с MasterCard на блокчейн. Есть ли сейчас блокчейны, которые реально готовы переварить нагрузку визы? Вот прям вот Хаттабыч вырывает волосы с бороды, и резко виза на какой-то блокчейн пересаживается. Переживет какой-то блокчейн это или нет? Никто не переживет. Короче, фишка вот этих блокчейнов, особенно новых, это то, что они замеряют там свою скорость, козыряют ей, что вот мы такие быстрые, но при реальных стресс-тестах тот же самый пример, короче, Solana и Степана. Степан просто погрузил Solana во тьму. Вот. Поэтому сейчас вот реально именно архитектурно правильно собранных блокчейнов, их очень мало. И вот когда как раз смотришь на Эвер, на Everscale, то есть понимаешь, что здесь с точки зрения инфраструктуры я склонен все же думать, что Everscale способен выдержать такие нагрузки, и недаром его выбрали как технологическую основу под вином. Вот. Да, Чтобы строить CBDC, так на да, секундочку. все так. Ты знаешь, когда, ну, как раз вот разговор там про отличия, я, ну, говорю, что если, знаешь, вот в какой-то момент, ну, когда, так сказать, хайп-трейн, он был очень активен, особенно 19, 20, 21 год, вот, хотя это не первый хайп-трейн, был там хайп-трейн 13 года, когда биткоин там с $50 до 1000 вскочил, я был свидетелем этого, потом там дальше, потом 17 год, там известно до 20 тысяч падения. Вот, и потом начали все хайповать, каждый первый делал свою NFT-коллекцию, каждый второй там, там сколько этих, я думаю, ты, может, даже больше меня видел проектов, Metaverse и что-то только там Да, не да. делали. Но в реальности это был способ как-то хайпануть. И много кто из блокчейнов, вот, допустим, Solana говорила не что мы самые масштабируемые, а что мы самые быстрые. Вот это очень интересный момент, потому что вот если мы, кстати, смотрим из мира традиционного IT, вот я помню, у меня в начале 90-х годов был такой компьютер Commodore 64, 64 килобайта оперативки. Потом 286, 386, 486, там Pentium 66 мегагерц, 100. Количество мегагерц росло, а потом через какой-то момент мегагерцы в процессорах расти перестали, люди начали добавлять ядра, поняли, что скорость это хорошо, а масштабируемость это важнее. В каком-то смысле мы вот, когда строили блокчейн, этими же принципами руководствовались. Но все говорят, скорость, масштабируемость. А нафига она нужна? Вот по-честному, вот вопрос на самом деле напрашивается. А зачем все надо? Потому что в реальности, вот если людям надо друг друга USDT перекинуть и в криптокотят поиграть, тебе ничего не нужно, кроме эфира. Тебе даже блокчейны третьего поколения, какой-нибудь Cardano там, или Solana, тебе не нужны. Криптокотята есть на эфире.
USDT есть на эфире, все. И как раз ответ, а зачем вы тогда делаете там 5000 транзакций, 10, 50 там, тысяч транзакций в секунду, зачем это все надо, зачем это шардирование, зачем это все масштабирование. А я говорю, потому что когда кто-то захочет переделать государственную валюту, CBDC на блокчейн, тогда выяснится, что все, что до этого работает, для котят работает классно, для USDT работает волшебно, а в Для реальности котят, кстати, работает тоже не классно. Ты помнишь, когда котята на эфире вышли, что с эфиром стало? я знаю несколько руководств блокчейн-бирж, криптобирж, они в момент крипто-котят, все, что эфировые, все ноды разъехались, там они ночами пытались эти ноды синхронизировать с сетью, все разъехалось. Вообще много кто думал, что котята эфир таки убьют. Вот. Это было первый всех шок, что он может просто какие-то котята это положить. А если не котята, а если это реально там все Филиппины начнут там друг другу строчить. Поэтому тут выясняется, что технология, это чтобы CBDC как бы запустить в хоть каком-то виде, нужна не просто, которая это, знаешь, не столько это выдержит, а выдержит с коэффициентом там не 1 и не 2. То есть у тебя должен быть, как мост, он должен выдержать не просто цунами, а 10 цунами, да, для того, чтобы по нему проехали машины. Вот про это разговор, потому что если какой-нибудь CBDC запустит какой-нибудь страны, и оно нафиг, блин, упадет, какой-нибудь там ап там его положит в силу там нагрузки, не говоря там про какой-то там хак или там атаку, то это будет как бы, ну, совсем не камильфо для всего блокчейн мира, да. Поэтому вот как раз, когда эта потребность сейчас артикулирована, была озвучена государствами и возникла, вот тут мы, как говорится, порадовались, что на нашей улице праздник начался, что наконец-то вот эта технология, которая раньше казалась какая-то там космические корабли, которые летят туда, куда не нужно лететь, начали как бы использовать по назначению. Тут как-то так. Ну да, да, все верно. А еще мне понравился тот момент, то, что если, ну, когда вот самая большая проблема, когда запускается новая сеть, пока у тебя там не разовьются твои собственные продукты, еще что-то, еще плюс ты оторван, короче, от общего мира с разными сетями. И вот когда у вас там запустились уже DEX, свои мосты с популярными блокчейнами, уже стало понятно это, что все дело как бы оно уже пойдет полегче. Там у вас Solana, Cardano, по-моему, Phantom, Polygon, У меня есть даже BNB, список, да, там до БНБ и 13. дофига всего, да, там Мосты какие-то, история вот с этими. Я, кстати, знаю, что там запуск вот этих бриджей был тоже очень интересно сделан. У вас там какие-то релеи есть люди, которые во бридж всем у этом нас участвуют. сделан очень-очень круто, то есть это фактически там есть, ну, условно, маленький блокчейн внутри моста, то есть там есть релей-ноды, которые хранят ключи. То есть это не какой-то там один кошелек, который можно похакать и все эти деньги вывести. То есть там есть релей-ноды, которые в этом бридже, которые берут нативный токен этого бриджа, который можно купить на DEX. И если у тебя есть не меньше, чем 100 тысяч этих токенов, ты можешь запустить одну ноду, которая дает там разные бенефиты, там airdропы и доходность самого бриджа при его функционировании. Вот. И обеспечивают надежность функционирования системы. Поэтому понятно, что, наверное, похакать и поломать можно в этой жизни все, но если мы берем там сложное хаканье, то наш бридж будет, скорее всего, стоять сильно в конце списка всех в приложений в блокчейн-мире, поэтому он сделан, правда, круто, и главное, что он удивительно быстро летает, причем при запуске он быстро работал, но не так, как быстро, как сейчас. Там были так сказать, в самом бридже и блокчейне дополнительные ухищрения сделаны, он реально летает, очень быстро, круто работает, а главное, что он работает как hidden bridge, это наше такое название, что ты можешь не из Everscale в BNB или из BNB в Everscale, если ты хочешь, к примеру, условно, из эфира в Polygon или из BNB там в Phantom, ты просто выбираешь здесь, условно говоря, один блокчейн, выбираешь здесь другой блокчейн, причем Everscale может не быть, и он через Everscale это быстро меняет таким образом, что ты даже этот Everscale токенов не видишь, он сам это виртуализирует и отсылает. То есть это на самом деле штука, которая в принципе будет юзаться. То есть Everscale здесь просто как топливо, как движок. И в силу Будет его юзаться, высоты сейчас как раз время приходит вот именно таких бриджей, таких агрегаторов,
Потому что, почему? Потому что масс adoption, потому что мне, как пользователю, грубо говоря, вообще абсолютно плевать, как это все будет поменено, через что. Мне главный результат. Я же когда пользуюсь, например, холодильником, я не думаю, какой марки у меня там фреон залит туда, или что там еще у меня там с двигателем, короче. Мне вообще плевать. Мне задача, чтобы он холодил. Все Вот, и так. здесь поэтому, и сейчас вот все к этому идет. Поэтому вот, то, что у вас там реализовано в рамках Hidden Bridge, я считаю, что это просто правильный путь. Я Ну, совершенно не Бридж, должен. да, это, наверное, одно из самых крутых наших решений. То есть там, ну, крутых много решений, но по части технологической Бридж это на самом деле топ. Если кому-то интересно, как это работает, приходите на, ну, на сайт нашего Бриджа, и можно там с нашего основного сайта прийти, и там есть и вся документация, все можно почитать, посмотреть, чат релееров, где эти релееры общаются. Очень интересно, кому, кто хочет, как говорится, up-to-date оставаться, приходите, почитайте. Да, да и вообще довольно-таки какой-то сильный такой скачок сделали продуктовый. Это вот, наверное, в тот год был довольно-таки сильный скачок. У вас там NFT маркетплейсы, лендинговые сервисы. Что еще видел? Нейминговые сервисы этих. NFT-шек там развелось куча. А потом Launchpad запустился, Everland. Да, Everland, Лаунчпад по-моему. классный, да. Да, классно. И на NFT маркетплейсов у нас несколько. Понятно, что там это, ну, сейчас NFT маркетплейсом особо никого не удивишь, но их как минимум несколько, они отличаются от разных разработчиков оба. Вот один от IT Gold, второй от Броксуса. Вот, Grand Bazaar и Токсток. Сейчас еще запускается или запустился в ближайшем, вот только в новостях можно было прочитать в Корее, корейский NFT маркетплейс для своих корейских штучек, потому что Корея это мир такой изолированы от всех, у них там вообще они живут по своим, так сказать, принципам. Много клевых вещей. Кстати, сейчас можно остановиться. Это, кстати, инсайт для сообщества. Ребят, просто так ничего в Корее не запускается, чтобы вы поняли, там большая сейчас регуляция всех. После Луны там сильно всех пачпокали и выгнали. Поэтому если там для Кореи сейчас запускается NFT Marketplace, то, наверное, можно будет увидеть листинг на одной из корейских бирж в будущем. Но я это не говорил. Все так, все так. Конечно, да, потому что Корея рынок очень специфический, но очень такой для нас ценный, супер ценный. Хотя у нас любой рынок для нас ценный, но Корея на особом счету. Мы Корею очень сильно любим. Корея вроде бы нас тоже любит, поэтому там у нас можно было в наших каналах прочитать, там было какой-то выставки искусства, там выставлялись какие-то наши штуки. Там все просто по-корейски написано, но там переводы есть. Короче говоря, да, много прикольных вещей, потому что помимо технологий, все-таки о прекрасном надо тоже подумать. Вот. Ну, короче, Корея, чтобы так вот для сообщества понимать, один из самых перспективных рынков. И вот сейчас все проекты и все блокчейны, так считается, как бы в закулисье, если тебя нет в Корее, то тебя типа вообще нет. Вот как-то так, на Все, секундочку. ну, все так. Плюс у нас еще есть, ну, GameFi платформа Evergaming, вот, где можно участвовать в разных киберспортивных мероприятиях и так далее. Evergaming.io, приходите, смотрите, участие в турнирах, выигрыш там, в эверах и так далее. Мы на самом деле в гейминг очень хотим и любим. У нас там, вот эта инициатива, ну, там, во-первых, там покер, где нативная валюта Эвер уже запущен давно, покертон, ну, там много кто в покер гоняет в Телеграме, тот знает. Вот, но игры мы очень любим, гейм-индустрию мы очень уважаем, и тоже в этом моменте хотим развиваться, потому что людям нравится играть, мне тоже, я не исключение. Вот поэтому все, кто так или Ну, иначе с киберспортом как-то ему симпатизирует, приходите на Evergaming.io, там много интересного. мне тоже нравится играть. А вот, кстати, покер, мне чем он нравится, потому что это на самом деле очень интеллектуальная игра. Ну, то есть это Безусловно. такое про подумать и про посчитать. Сродни шахматам, наверное, больше. Мне, кстати, вот покертон зашел очень сильно. И сейчас мы со всеми этими мероприятиями разделаемся. И я попрошу приду в сообщество Эвера, попрошу это сделать white label для MDAO, например. Покер офигенная история с точки Но я зрения. думаю, что тот, кто делает покертон, скорее всего, слушает эту АМА-сессию, и вас, так сказать, связать будет не сильно сложно. Ну, круто. Слушай, получается, можно сказать, что Everscale все равно уже начинает восприниматься как это, government friendly. Ну, то есть такой блокчейн, который friendly государственным всяким историям. Ну, смотри, нельзя отрицать связь с CBDC, с Все арабским. так, Его все так. просто нельзя отвечать, вообще нельзя.
выметать, потому что технологически, во-первых, там партнерство, во-вторых, Venom Foundation не просто так проинвестировал там из своего первого миллиарда, да, Они очень чувствительны к тому, с кем они работают, поэтому да. это было не импульсивное Я решение. просто знаю комплайенс, который вот на том уровне принятия решений проходит. Там как бы про это, левых движений нет. Все верно. Там все по-взрослому. Потом вот remittance на Филиппинах, это тоже история. Поэтому Эвер такая интересная штуковина получается. Но Очень интересно. мы стараемся, во-первых, очень важно быть неангажированным, потому что одно дело там, если ты при старте в тебя какие-то инвестиционные фонды, возможно, ангажированные, проинвестировали, вот, то мы бы как бы, ну, возможно, там какие-то рынки открылись бы лучше, например, какие-то бы закрылись. А мы это, ну, много там кто проводил параллель с Linux Foundation. То есть это как бы реально сообщество технарей, которое наша задача там, ну, технологии производить и давать эти технологии людям, которые будут их применять. То есть наша задача никакая там не политическая, даже никакая не экономическая, а просто ну, как бы люди делают то, что у них хорошо получается, то, что им очень нравится. И я думаю, что одной из причин, почему у нас с государствами, ну, с представителями госорганов получается нормально общаться, именно потому что мы не ангажированные, и мы не пытаемся, так сказать, какие-то там Залоббировать интерес, совершенно короче, верно. То какой-то. есть наша задача сделать технологию, потому что на самом деле большинство государств все равно не будут делать это на публичном блокчейне. Все эти хотят люди делать, естественно, на приватных блокчейнах, потому что как бы вопрос о безопасности и суверенитета, он стоит как бы, ну, прежде всего. Поэтому мы даем все возможные технологии, да, но при этом создание вот таких вот дополнительных так, форков или клонов создает семейство TVM блокчейнов, соответственно, технология больше становится распространенные, и разработчики с большей охотой будут сюда вовлекаться и тратить свое И время. проектов больше, потому что появляются вот такие фондейшены, которые, по сути, развивают одно и то же, ну, по сути, форк, да, и ты все равно, как разработчик, строишь одно и то же. Но у тебя уже есть доступ к большим фондейшенам, а там есть денежка на постройку, там что-то захотел. Вот. Если А это... при этом еще все спрашивают, а какая связь? Ну, допустим, создаться новый там этот, что вам-то Эверскейлу? Но тут интересный момент, что государственные блокчейны, они, ну, зарегулированы, и они связаны не по рукам и ногам, и огромное количество инициатив, которые они хотели бы делать, они не могут делать на своих блокчейнах в силу того, что он государственный или лицензируемый, как в случае Винома. Поэтому все эти эксперименты или все те вещи, которые они хотели бы делать, которые в госблокчейн не лезут, вполне себе могут делать на публичном блокчейне, потому что Everscale блокчейн публичный, он трастлess, каждый приходит, запускает все, что ему нравится. Ну вот, и получается, Верскейл становится колыбелью и матерью такой, которая взращивает и тестирует Ну, гипотезы. Владислав, вот твоими бы устами хотелось бы, чтобы так и произошло. Но, по крайней мере, путь виден в эту сторону. И путь охереть какой колоссальный. Я представляю, сколько времени потрачено, чтобы просто добежать до этого момента. Поэтому... Но в сообществе это пока не поймут, к сожалению. Вот у нас потому что Слушай, ты сообщество... знаешь, огромное количество людей, они просто онлайн так любят выражать свое мнение, но на самом деле не все из тех, кто пишет какой-то хейт или какой-то там Думают так. не все они плохие люди или козлы, просто ну, люди склонны немножечко поддаваться панике, но при этом, грубо говоря, когда эйфория также заразительная для тех же, кто поддается панике. Да Так я что знаю, да. надеемся, что... У меня есть слово одно, выражение такое, что от ненависти до любви один памп. Вот, поэтому Да, да. перестаешь это оценивать как-либо, просто шагаешь в свой путь, потому что ты знаешь, Все куда так, идешь, знаешь, что ты ничего плохого не делаешь, делаешь только хорошее. все Окей. так. Во-первых, поздравляю вас с листингом на Bybit. Мы там Большое тоже спасибо. принимали участие. Это Официально круто. выражаю большое, так сказать, уважение к сообществу MarsDAO за поддержку, потому что это как бы было тоже очень-очень важно и ценно. Спасибо большое. Но это рок настоящий, это по сути очередной просто очередной рекорд голосования Bybit, и это Да. было круто, по-настоящему круто. И если раньше это было не отцифровано, то сейчас даже в разговорах, наверное, где Everscale дальше будет разговаривать о партнерствах, уже можно спокойно показать, что вот, ребята, сила сообщества, пожалуйста. Тем А более что с вами главное, там что будет... голосовали же деньгами. Голосовали деньгами. Да.
Вот это важно. То есть, когда люди голосуют своими деньгами, это уже дорогого стоит. Да, поэтому это круто. Вот, абсолютно, абсолютно круто. Что еще такого интересного? Ну, ты уже чуть-чуть рассказал, что в мае состоится мероприятие у вас. Это мне еще Серега говорил, Шашев. Это круто. Я помню, я не был на нем, не был, но мне рассказывали люди, которые были. Там у вас на Бали проходил мероприятие, и там легенды, короче, ходили об этом. Я думаю, что в Дубае будет не менее Ну, прикольно. было на Бали круто. Конечно, Эмираты в силу тоже это не Бали, и немножко менее расслабленная атмосфера будет по-другому, но тоже будет клево. На Бали было реально классно. Огромное количество партнеров из Азии приехало, которое бы, допустим, к примеру, вот в Западную Европу бы там не приехало. Так что в этом свой прикол очень необычный тоже был, да. Что, какие новости еще пропустил? Ну вот про Marketplace NFT корейский, это на самом деле очень важная новость, так чтобы ее мимо ушей пропустить. Что еще интересного? Слушай, но там запуск, ну там это может быть не такая грандиозная, но броксики, это NFT-коллекция с броксиками, была тоже популярная. Один из броксиков куплен за 300 тысяч эверов, один у другого. Там был этот момент, что уникальные броксики были, и там несколько уникальных, один был куплен за 300 тысяч, что там сейчас по даже нижним ценам 30 тысяч долларов, что, как мягко говоря, довольно не слабо. Потом есть, ну, Камон, это сервис анонимного месседжинга, и как-то люди еще, видимо, не поняли всей значимости этого события, но месседжинг, во-первых, не только месседжинг, директ месседжинг, вообще в Everscale разрабатывается целый протокол для того, чтобы можно было свой email сервис и директ месседжинг, не только email сервис делать на блокчейне, потому что тот же Proton Mail людям всегда Ну, нравился в силу там анонимности. Если я ошибаюсь, у Сатоши пока его не Накамото, скомпрометировали, он всем реально нравился, да. да, ну, по-моему, у Сатоши Накамото, кстати, тоже на Proton Mail был email, да, не Да. вру? Ну вот, там. Не-не-не, Сатоши был на Proton Mail. Я, кстати, после вот этого биткоин толка все тоже тогда на Протоне завел почту. И был у этого еще, как он там, еще один чувак, который биткоин делал, которого тело заморозили там в Швейцарии. Как он? Блин, вылетел с головы. Ну, в общем, ладно. А, Хелл Фини. да, Вот, у него, Хелфини, да, да, я тоже который, мне посмотрел его кажется, что и почту. есть на самом деле Сатоши Накамото, лично мое ощущение, но это мое мнение. Да, я тоже, если честно, до сих пор думаю, что Хелл Фини есть Сатоши Накамото. Вот, недаром так все вокруг Да, него сопряжено, и тело его заморозили, и тролливали трясем, короче, да. да, 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 да. Так что эта штука важная и очень, я думаю, что в ближайшее время сильно будет более как бы оценена сообществом. Сто Также, процентов. Я также даже с Серегой говорил, я говорю, там, когда свой команд доделаете, там, сделайте какую-нибудь фичу, чтобы другие сообщества, у которых есть свой токен, могли бы туда тоже встраиваться. Он говорит, да, окей, это классная идея, и будет круто, когда вы его доделаете. Я бы с удовольствием, например, на сообщество MarsDAO тоже бы спустил этот децентрализованный мессенджер, где можно без риска для себя общаться секьюрно и анонимно. да. Также есть еще достаточно популярный сервис, кстати говоря, надо там уточнить у фаундеров, что там сейчас с ним происходит. Долгое время было потрачено на разработку order book-based биржи Flex. Вот. Это попытка построить, она там не первая попытка, на блокчейне настоящий order book, чтобы можно было торговать не на DEX, потому что DEX все-таки это компромисс, DEX придуман не от хорошей жизни, а потому что по-другому пока архитектуру без автомаркетмейкера не сделать. Но вот попытка сделать это с ордербуком нормальным, потому что есть, как его Серум назвать, есть. Серум, Есть да, Серум, есть. есть DYDX. Это вот Вот. туда больше, в эту сторону. Да, есть сейчас вот недавно на Польке запустился, да, но у меня есть большие сомнения, как это заработает. Вот, но пока что как бы Flex, скорее всего, здесь имеет максимальный шанс на успех. Там есть еще несколько проектов было, я могу там немножко тизернуть, я там сам в этом, мы чуть-чуть участвуем, правда, пока что проект слишком круто даже звучит, даже для таких романтиков, как мы, была идея сделать RTB-платформу, Real-Time Bidding платформу на рекламу, как ну, конкурент Google Ads, только полностью на блокчейне. Причем не
не payment блокчейном, а прям все на уровне взял крипту, прям сделал аукцион, получил в прозрачном виде, все это дело там разлетелось на площадке и рекламы. Плюс, естественно, сенсоршип-система, чтобы всякую там криминал там не рекламировали. Короче, но это полностью Чтобы блокчейн. это было прозрачно, да, потому что тот Да. же самый, все, ну, я из рекламного бизнеса, на самом деле, у меня была довольно-таки крупная в свое время маркетинговая компания, М. и я охрененно огромное количество споров повыигрывал и у Гугла, и у Яндекса, там очень много скрытых фишечек, которые как бы ты вне аукциона, хотя должен был бы быть в нем. Поэтому, блин, это вот что касается реал-тайм биддинга, это самая прикольная фигня, которую можно было придумать. Реально, для Да, рекламы. и мы, то есть в каком-то смысле это, я могу даже там рискнуть сказать, что это возможно в каком-то еще более грандиозно, чем CBDC запустить. Ну, то есть это прям, потому что государств много, а Google один. Понимаешь, Ну да. Google победить, это намного сложнее, чем не знаю, что сделать, да? Поэтому, правда, технологически это как бы, как ты как специалист рекламного бизнеса понимаешь, насколько это грандиозно и сложно, потому Ну что да, да. и нагрузка, и это настолько должно быть, все звезды сойтись, но и такие разговоры есть, и на самом деле команды, которые там R&D на эту тему делают, моя команда в том числе, мы это дело там пристреливаемся к этому, посмотрим, может быть, в недалеком будущем у нас какие-то там, может быть, эти там проекты или какие-то там, не знаю, прототипы выйдут, и как только выйдут, мы сразу к тебе прибежим как к специалисту. Круто. Но я уже на самом деле давно уже не в теме просто. Но раньше я сам прям копался в этом. Мне было крайне интересно. И этот интерес проснулся давно. И когда-то я очень круто настраивал сам вот эту контекстную рекламу, на этом выехал. Просто я задротил просто ночами, короче, добивался просто каких-то там показателей, когда приносил их. Ну, в общем, это отдельная история, которая мне тоже очень сильно была интересна. И когда тот же самый Brave появился вот с этой логикой, типа платим людям нативный токен, сами продаем рекламу, я понял, что это круто. Мне вообще нравится вот применение блокчейна в рекламных технологиях. Я вижу здесь огромный потенциал, который вообще никак не заюзан на самом деле до сих пор. Вот, хотя люди бы с удовольствием Ну, платили бы потому что это рекламу, технологически смотрели это очень рекламу и сложно. получали. Ну Технологически да, сложно, логически сложно, а сложно. организационно, управленчески это как бы прям довольно много, но опять же, раньше об этом даже мечтать было глупо, потому что технологий таких не было, которые переварят. Сейчас об этом мечтать можно, но вот архитекторы думают, работают, как это срастить. Окей. Про CBDC, вот интересный был вопрос, но мы его, в принципе, раскрыли. Я не знаю, там что-то есть еще добавить. Короче, для сообщества, в общем, так, кулуарно, Верскел связан с построением CBDC, и, дай бог, не в одной стране, вот, но в одной точно. Называется она ОАЭ, вот, Объединенные Арабские Эмираты. Поэтому и это мощно, потому что Арабские Эмираты – это хаб сейчас. Ну, это реально хаб, международный Это хаб. так, это так. Вот, поэтому отсюда мы можем предположить, я сейчас, смотри, просто предполагаю, я не внутри, я ничего не знаю. Я предполагаю, что после построения это автоматически влетит, ну не может не влететь, когда ты строишь CBDC в стране, которая является хабом, что это не влетит в кошельки других стран, например. Вот. Но это просто как представление. А Да. потом начнется вопрос, типа, кто это делал. И я думаю, что это все... Ладно, это еще раз сообществу такой вопрос средней цены Эвера в вашем портфеле. Наверное, так. Ладно. Мне знаешь, что нравится? Мне нравится то, что вот многие говорят про DAO, про шмао DAO, про управление DAO. А вот Everscale, по сути, это реальная история, которая управляется DAO. Можешь вот эту штуку раскрыть? Просто Расскажу. я там смотрел, там некоторые комиты висят, они там уже плесенью покрылись. И вот смотрю, там, если DAO не принял, значит, это все там. Там, во-первых, DAO Everscale осуществляется на самом высоком уровне. Есть такое как бы сайт EverDAO, где как раз и осуществляется механизм управления сетью через DAO. Какие-то важные решения глобальные, которые затрагивают как-то сообщество в целом, или в общую там, часть технологий, или использование трежери, какие-то большие вещи, должно пройти голосование через DAO. В DAO может голосовать любой, у кого есть Ever токен.
Вот, то есть вот сейчас в результате нашей AMA-сессии члены твоего сообщества, вашего сообщества получат вейверы, они, правда, получат его в BEP-20, да, но Они могут. путем прихода на наш мост octusbridge.io можно их конвертнуть в Everscale и дальше ими голосовать. То есть каждый может прийти и на какое-то из решений прям своим, то есть это не фикция, это прям кошельком приходишь, вводишь ключ, влетает голосование, пропорционально количеству токенов, осуществляется голосование, можно написать коммент, типа козлы, говно или молодцы. Плохие слова писать как бы не приветствуем, но какую-то конструктивную критику, пожалуйста, пишите, это происходит постоянно. Вот недавно там была история с расткапом и валидаторами, ну, нам менялись Да, да. валидаторами и валидаторские истории, и была прям бойня, миллионы токенов за, миллионы токенов против. То есть это реальное осуществление такой, в хорошем смысле слова, демократии путем какой-то организованной площадки, где люди голосуют своими деньгами, да, а не там какими-то там не знаю чем. Вот, это первое. Второе, к примеру, Octus Bridge, наш бридж, это тоже DAO. То есть сам бридж работает по каким-то принципам. Можно зайти на сайт octusbridge.io, сам бридж, о котором мы уже говорили, где релей ноду можно поставить. И там тоже меняются какие-то принципы управления и так далее, и так далее. Там тоже выносится голосование, берешь бридж токены, ими голосуешь. То есть мы в принципе, правда, вот тот случай, где мы стараемся на деле следовать то, о чем мы говорим. Как Фил Коллинз пел в свое время, не делай, как я делаю, делай, как я говорю. Вот. А мы вот здесь, мы стараемся делать и говорить одно. Так что, как бы, совсем в анархию мы не хотим спускаться, в каком-то смысле она почти была какое-то время назад, когда все это возникало, но мы как организованное сообщество достаточно там развитых людей организовались, исходя из каких-то понятных механизмов, договорились, что эти механизмы используются. И, кстати говоря, по-моему, у нас были какие-то решения, позволяющие другим компаниям и проектам взять этот фреймворк и организовать DAO своего проекта, используя Aeroskill как движок. Вот, к примеру, какой-то проект хочет сделать голосование в компании, в организации, еще где-то. Просто ставь, делай, выдавай всем ключи, кошельки, голосуй. И Да, круто. это, кстати говоря, крутая тема. Был проект в свое время на тему какого-то автоматизация голосования где-то в какой-то Латинской Америке, по-моему, но он как-то подзаглох чуть-чуть. Но такие уже поползновения были. Ну, прозрачные выборы тоже были. Шучу. Круто, блин. Слушай, а что полярная звезда? Вот когда вот типа все случилось, Everscale огонь. Типа вот все, что мы строили, мы победили. Ну, наверное, стоит начать вот с ближайших планов, там, 50 лет. А Ну, так вот. смотри, есть несколько важных моментов, которые мы хотели бы сделать. Технологически мы, конечно, хотели бы в любом случае там, запустить EVM Workchain, то есть это Workchain, то есть отдельная среда, где каждый может прийти своим EVM смарт-контрактом и запустить ее, как будто ты в эфире. Это мы все равно хотим, хотя, несмотря на то, что мы стараемся переучивать людей на синхронную Все разработку, равно это надо делать, потому что EVM, в принципе, просто пользователей больше, и надо их да, каким-то образом пересаживать. это первое. Второе, там много идей на тему разных воркчейнов, приватных и так далее. Допустим, есть одна история с запуском драйвчейна. Это воркчейн, который работает как IPFS, как работает как децентрализованное хранилище, только реально на блокчейне, прям натурально на блокчейне, где валидаторы соревнуются не только своим вычислительной мощностью, но и качеством, размером и скоростью своего хранилища, своих SSD. Вот. Или Мгм. HDD, кстати говоря. Вот. Это важно. Конечно, запуск первого CBDC успешный для нас там важная веха, и, возможно, там, что ты больше всего хотел пожелать Everscale, я бы хотел пожелать первый успешный запуск CBDC, потому что это как бы будет такой proof of concept, это будет доказательство того, что наша технология и все, что мы делали, это правда и работает. Вот я думаю, что после запуска первого CBDC все остальное там пойдет как по маслу. То есть фактически после запуска CBDC мы сможем сказать, что, ребят,
там, все блокчейны хорошие, но по этому параметру нам равных нет. Вот по параметру scalability мы скажем, нам равных нет. Есть другие классные блокчейны, я всех реально очень там уважаю разработчиков, кто делает что-то другое, там и Polka, и Solana, и все. Но когда мы запустим CBDC, мы скажем, чуваки, вот это scalability и возможность запуска высоконагруженных огромного количества пользователей приложений, который работает, вот нам здесь равных нет. И это для меня будет прям супер важно. И это реально круто, я сам этого жду, на самом деле, считаю это важной вехой. И когда я об этом узнал, честно говоря, других у меня моментов-то и не осталось. Вот, поэтому это реально А круто. так в роудмэпе куча всего написано, это постоянно добавляется. Это и наша core-разработка нашей операционной системы, это и инфраструктура, это запуск там и NFT-бриджей, и лендинг-протоколов, и там чего только вообще нет. Там идей реально куча, и чем больше как бы разработчиков в экосистеме, тем они сильнее фонтанируют идеями. Так что приходите на наш сайт, смотрите наши планы, они там все есть. Да. И когда вот это к сообществу больше обращения. Ребят, когда вы научитесь анализировать не только токены и графики, и прыгать там от счастья, когда вы научитесь анализировать, куда проект идет, и что является целью, и что он для этого делает, и как работает, то здесь как бы вера поприбавится. Вот Потому я что вот хотел вера... бы сказать, знаешь что, вот, любому криптону базовый принцип любого криптона – это do your own research. Пожалуйста, сделайте свое собственное Да. расследование, исследование, посмотрите, Диор, что Диор, стоит. Дольче Габбана, Гуччи. Да, все так, все так. Да, это правда так. Это правда так. Это еще с тем такая, я говорю, что не надо верить, то есть слепо. Нужно верить, потому что знаешь. Вот. А для того, чтобы что-то узнать, надо просто узнать. Поэтому, ну, в общем, иди на сайт, в общем, и там Ну, все на самом деле, не узнаешь. только на сайт. У нас достаточно живые наши и Твиттер, у нас живой Сообщество живое достаточно. Discord, у нас в телеграм-каналах огромное количество людей, и там можно всегда потусоваться, что-то другу написать, или можно всегда дернуть комьюнити-менеджеров, которые скажут, а скажите, а где ваши там, не знаю, я хочу, хотя на сайте тоже все есть, но валидаторы где тусуются, в этом чате потусить, или еще где-то, еще где-то. Так что, как бы, у нас все открыты, достучаться можно абсолютно до любого, и все будут очень рады пообщаться, и на все вопросы там будут отвечены. У нас, кстати говоря, был один случай, очень огромный инвестор, азиат, огромный, прям серьезно огромный, пришел нам просто в чат. Пришел, сказал, ребят, здрасте, я вот хочу разобраться, деньги инвестировать, что делать? Сразу там подобрались, пообщались, несколько месяцев общался, купил миллионы токенов просто себе. Просто вот чувак пришел в чат, в Телеграм пообщаться. Это фантастика. Это фантастика, реально, да. Это только, кстати, Это, 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 Корейцы, по-моему. это миллионы долларов. Просто купил, говорит, я понял, классно, спасибо, покупаю. Пошел купил. Супер. Слушай, Никита, а правда есть такая фигня у вас, то, что вы все равно с сообществом тона кусаетесь или нет? Это просто вопрос такой. Ну, скорее нет, потому что, давай так, если я могу говорить за сообщество Эверскейла, то не Да, кусаемся, потому что не, в сообществе могут огромное количество людей что-то в чатах написать, и это значит, да, да. что в голос в чате не совпадает с мнением редакции. Я говорю только за там initial members и там governance committee, там Everscale Foundation и так далее. В сторону тона там, только конструктивный, кстати, достаточно теплый, и у нас есть разработчики из Everscale, из Тона, и общаются и дружат, это такой медицинский факт, поэтому если с той стороны какая-то есть, даже оно там раньше было, если будет продолжаться какие-то с той стороны какие-то там ситуации, хотя, опять же, там люди адекватные, они тоже заинтересованы не в сраче, а в том, что там как бы делать продукт там и так далее, то с нашей стороны этого нет, потому что, опять же, мы не ангажированы, и если все-таки тон проект ассоциирует с Telegram достаточно плотно, мы ни с кем не ассоциируемся, мы просто сообщество людей, которые это что-то разрабатывают, это просто не наша, так сказать, деятельность, поэтому, ну, кто-то, если пишет какие-то гадости, то в своей массе ничего, кроме там нормального отношения и уважения, ни от меня, ни от Сереги Шашева и остальных людей вы не услышите, поэтому... Это я и хотел услышать и озвучить, что это просто вот я часто в чате там какую-то фигню наблюдал от людей, то есть чтобы всем было понятно, что вот менеджмент, который там пилит именно как раз все эти продукты, делает, вкладывает в них все и время, то есть нет никакого
предвзятого какого-то отношения, наоборот, сейчас время партнерств. Конечно, тем Поэтому я... более мы на самом деле вместе с Тоном составляем родственное сообщество блокчейнов, и как раз это позволит нам, ну, синергетический эффект получить, то есть играть в игру с положительной суммой, чем срач, и мы и при сраче мы начинаем играть в игру с отрицательной суммой. И те, кто математику чуть знает, знают, что это не очень хорошо. Так что, опять же, официальная позиция заключается в том, что мы, правда, с большим уважением относимся и к разработчикам, и всем, кто с той стороны там как-то участвует. Я там знаю особо никого, практически Серега там Шарф и другие ребята знают побольше, там Журинский и так далее, то те, кто общаются, хорошо, но ничего, кроме там конструктивного общения и уважения, ну, с нашей стороны точно нет. Ну и супер. Ну и такой вопрос. Что делать с эверами? Вот есть у меня эверы, что могу делать? Куда их отнести? Куда? Слушай, но я специально такой даже себе шпаргалку на эту тему приготовил. Значит, во-первых, эверы можно хранить в кошельке, вот, и это клево, потому что, во-первых, на Эвере можно купить другие токены экосистемы Эвер. К примеру, на Эвере можно купить токены бриджа, и если их достаточное количество накопится, их можно поставить релей-ноду и быть участником уже DAO бриджа, что довольно круто. Во-вторых, Эвер можно на нашем DEX FlatCube, flatcube.io, можно их депонировать в фарминг. Можно зарабатывать yield на фарминге. Покупаешь пару токенов, одну левую ногу, правую ногу, стейкаешь, получаешь, точнее фармишь, получаешь за это доходность, что довольно приятно и прикольно. Эверы можно стейкать. То есть, к примеру, сейчас на EverWallet доступен стейкинг, который там, если не ошибаюсь, мне тут подсказывают, до 12% годовых сейчас дает, если и может даже больше. Вот, поэтому Эвер можно стейкать, причем можно стейкать через Wallet, можно стейкать через Debot. Debot это такая сущность, похожая на бота, как бот Telegram, который это такой смарт-контракт, который берет токены юзера, локает и отдает стейкинг. То есть для того, чтобы стейкинг, я не должен, допустим, тебе там отдать свои токены, а ты их за меня застейкаешь. То есть есть специальный смарт-контракт, который локает токены и анлокает. То есть это намного лучше и безопаснее. То есть я не должен отдавать кому-то дедушке свои токены, чтобы их застейкали, а потом, извините, я их без них остался. Кто-то там злонамеренный, как я имел намерение. Так что здесь это делается через смарт-контракт. Дальше можно идти там, не знаю, в покертон и использовать эверы для игры в покер, вот, что немаловажно. Вот. Там можно их выигрывать, можно их там проигрывать в зависимости от умений, как говорится, в покер. Можно приходить на NFT-маркетплейсы, можно их покупать там NFT, можно приходить на Everland и в случае какого-то краудфандинга вкладывать свои эверы в какие-то проекты, которых ищут финансирование. Это довольно прикольно. Вот. Что еще? Ну, в Броксиков можно купить, то есть... И можно купить в Эвернейме, да, такая В же. Эвернейме, кстати, да, я вот сам покупал домены в Эвернейме за эверы очень даже, вот, покупались там и вполне себе экзотические, и вполне себе такие популярные, там был за них даже битва, там был аукцион. Пуси Хантер. Купил себе Пуси Хантера? Пусть и Хантер нет, кстати говоря, но вот ты сейчас сказал, и пока мы с ним с тобой на АМА-сессии, все покупаю, так что уже, я думаю, поздно. Вот. Так что много можно сделать, а главное, чтобы не пропустить, можно зайти на сайт everscale.network в раздел «Экосистема» и посмотреть разные проекты в экосистеме, которые так или иначе используют Ever. То есть проекты, любые проекты, которые добавляются в экосистему, они попадают на наш сайт, и там можно посмотреть, что с этим делать. Потому что вот сегодня я сказал, а завтра появится еще 10 проектов новых прикольных, это все смотреть можно там. А вот скажи мне, а в Гоше будет использоваться Эвер каким-то образом? Но пока все говорит о том, что нет, в силу того, что Гош штука очень нишевая. Гош, пусть это, ну, как бы совсем комменты дает команда Гоша, но суть такая, что Гош это не проект блокчейна, это как бы платформа Понятно. это платформа как движок.
как все время там Hyperledger использовали, просто он там Да, кривой да. какой, Enterprise, а это как движок для не просто для какого-то проекта прикольного, а для такого Так, для графа, как сообщества, так, Docker. в двух словах. Ребятки, Hyperledger– это такая вот история, которую, по-моему, IBM, да, прифигарил, вот, и пустил ее корпоратам, типа бизнесу. И вот крутитесь как хотите, вот та история, которая... Фреймворк такой. Это набор инструментов, такой фреймворк, что можно быстро там кошелечек свой или там свой ноду, свой там Explorer. Это, короче, такой фреймворк корпоративный, чтобы корпораты могли брать и блокчейн имплементировать. И они охерели, все эти корпораты. Я так понимаю, не знаю, на каком этапе эта история. Короче, IBM немножко это прокисли. Да, но при этом большое количество корпоратов, там я слышал, вот компания Atomize, которая там Да, автоматизирует да. торговлю на Палладии. Palladium, по-моему, использует Hyperledger технологии, что как довольно странно. А им деваться некуда, потому что у него технологический партнер по разным другим продуктам IBM, и здесь они просто прицепом, поэтому это кто большой, того и тапки. Это вот как раз еще раз к разговору о том, что вот стоит пересечь черту, которая называется CBDC, и дальше как бы и, Сто и процентов. дальше открываются офигеть какие дверки и для Гоши, и для всего остального. Вот. И Поэтому для... вот Гоша делается у Докер. Докер это такой гигант, на котором там одну из тех гигантов, титанов, на котором вообще современный интернет стоит. То есть Докер это как бы, ну, это не просто компания в интернете. Поэтому они использовали технологию Everscale для того, чтобы свой проект поднять. Вот, как это будет дальше развиваться, посмотрим, потому что Докер все-таки законодатель мод во многом, то, что они делают. Поэтому какая будет связь, чисто там технологически или, может быть, как более реальная, это надо посмотреть уже, когда это запустится. Мячик на Ну, стороне Докера. вообще, ну, вообще, спасибо, Никита, огромное. На самом деле очень интересно. Я уверен, что Станислав, очень спасибо тебе за время. Прям пролетело 1,5 часа, я даже не заметил, да. честно говоря. Супер, супер. Слушай, а скажи, а что почитать? Вот Everscale News. Нормальная тема, чтобы сообществу читать? Everscale News офигенная тема, чтобы совестью читать. Во-первых, там все самые прикольные новости, актуальные и обновления. Допустим, что-то там обновляется, что-то там делается, как-то там апдейтится, какой-то там, не знаю, на FlatCube какой-то пул там убирается или еще что-то меняется. Все можно увидеть там. Я однозначно бы посоветовал Twitter наш, там тоже новости, но наверное, самое прикольное, как лично, это лично мое детище, я очень этим сильно, сильно горжусь, это наша страничка сообщества на CoinMarketCap. Там на CoinMarketCap раньше называлась Gravity, сейчас это просто, ну, их типа соцсеть, типа Твиттера, где около каждого, при заходе на каждый аккаунт на CoinMarketCap можно посмотреть соцсеть, где выставляются всякие штуки. И там мы не постим ничего такого новостного, только постим в основном статьи или лонгриды, или там такие среднего размера лонгриды про то, что мы делаем, как можно что делать, какие-то инструкции, какие-то там статьи. Там на самом деле самые такие крутые, глубокомысленные, очень прикольные материалы образовательные, они на нашей страничке в CoinMarketCap, поэтому если вы хотите за новости, то идите в Twitter или Everscale News в Телеграме, если хотите почитать. Они делаются не часто, потому что хорошую вдумчивую статью написать как бы тоже не фунт изюма, но они там появляются. Очень клево, у нас там больше 100 тысяч подписчиков. CoinMarketCap очень сильно, мы с командой CoinMarketCap работаем довольно плотно. Они очень крутые ребята, супер крутые ребята. Так что вот Знаю, идите что они у туда. вас даже на мероприятии вот на Бали были, да? Да, Ребята. да, 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 они приезжали, очень приятные товарищи из малазийского офиса. Они не просто крутые, вот они при создании своей соцсети, они реально на еженедельной основе общаются с проектами, которые на этой соцсети делают свои странички. У вас есть страничка там? Есть, да, у нас там даже 1040 подписчиков есть. Вот, они общаются, ребят, как это работает, какие новые фичи хотите, что вам приоритете, они очень крутые. Ну, как бы CoinMarketCap, о их профессионализме там вопросов никогда не возникало. Так что идите к нашей страничке туда, мы там постим клевые статьи, очень интересно. Ну, кайф, вообще. Никит, спасибо тебе огромное за время. Я думаю, что сообщество тоже кайфануло и вообще побольше узнало, потому что у всех очень замыленный какой-то взгляд, и мне это всегда очень сильно раздражает. Знаешь, чем раздражает? Когда какая-нибудь, ну, очень нельзя так говорить, херня какая-нибудь расхайпленная, там, типа, летит, и все в ладоши хлопают, потом она падает, все не хлопают в ладоши,
А когда какая-то штука фундаментальная именно строится, и ты в самом начале этой стройки, и да, это не взлетает там за день, вот, люди как-то не воспринимают всего того фундаментала, который в это закладывается. И вот когда я вижу такие проекты, мне обидненько так немножко. Вот. Поэтому я очень рад, что мы сегодня поговорили об Everscale. Я думаю, что люди много чего узнали. А дальше уже задача каждого. На себя это примерить, оценить и начать как-то это все дальше изучать, либо ничего не изучать. Вот. Спасибо, Как-то так. Владислав, за время. Очень было приятно пообщаться. Так что всем, как бы, удачи и хорошего настроения в самом лучшем смысле этого слова. Ну все. Удачи, хомяков побогаче. Да, Всё. счастливо, пока. Всем до свидания. Пока.